Как один единственный момент на зарубежном мероприятии бренда мог заставить миллионы поклонников усомниться в истинном состоянии одного из самых влиятельных айдолов мира? Мировая индустрия развлечений была потрясена, когда Ким Тэ-хён, широко известный как V из BTS, произнес простое, но тревожное признание. Он чувствовал себя немного уставшим после посещения мероприятия Тодор в Лос-Анджелесе. На первый взгляд, это звучало безобидно, невинно, почти обыденно. Но для тех, кто следил за его жизнью, его жертвами, его неустанным стремлением к совершенству и тихим перфекционизмом, который он несет в себе за каждым публичным появлением, это короткое признание прозвучало как сирена. А когда Чон Чин-гук, самый младший участник BTS и один из тех, кто знает Тэ-хёна ближе всех, увидел его вблизи и собственным обеспокоенным взглядом убедился, что Тэ-хён действительно выглядит измотанным, ситуация из обычного беспокойства превратилась в волну всеобщих домыслов. Почему Тэ-хён выглядел более уставшим, чем обычно? Что же на самом деле произошло в Лос-Анджелесе за гламурным фасадом его обязательств по брендингу Тодор? Переусердствовал ли он во время мероприятия? Или его усталость была вызвана чем-то гораздо более глубоким, чем долгий перелет и напряженный график? Почему выражение лица Чингука так быстро сменилось с гордости на тревогу, как только он его увидел? И какая невидимая история таится между этими двумя тесно связанными участниками BTS? Один молчаливо терпит, другой внимательно наблюдает. В мире, где фанаты пристально следят за каждой деталью, каждым жестом, каждым вздохом, этот момент между Тэ-хёном и Чингуком стал чем-то большим, чем просто обменом мнениями. Он стал отправной точкой для вопросов, которые никто не ожидал задать, подсказок, которые никто не ожидал найти, и эмоций, которые никто не ожидал испытать. Мероприятие Тодор в Лос-Анджелесе должно было стать праздником, триумфом, еще одной яркой вехой в растущем списке мировых достижений Тэ-хёна. Камеры сверкали невообразимой яркостью, когда он прибыл, непринужденно воплощая элегантность, харизму и неземное спокойствие, ставшие его визитной карточкой. Ликование толпы разносилось эхом, цифровые платформы взорвались хэштегами, трендовыми темами и миллионами репостов. Но за сиянием прожекторов внимательные наблюдатели заметили едва уловимую перемену. Что-то тихое. Что-то скрытое между его улыбками. Его движения были точными, но чуть медленнее. Его улыбка была теплой, но слегка сдержанной. Его глаза сверкали, но с мягкостью, которая говорила о том, что он балансирует больше, чем показывает. Он выполнил все безупречно, каждую позу, каждое приветствие, каждый ракурс. И все же от него исходила некая неподвижность, которая казалась нежной, но незнакомой. Когда мероприятие завершилось, и Тэ-хён вернулся в Корею, фанаты были уверены, что все прекрасно, пока он не заговорил. Когда репортер спросил, что он чувствует по поводу этого опыта, Тэ-хён, всегда честный и всегда человечный, ответил 8 мягкими словами, которые остановили фандом: «Я немного устал после этого события». Вот так фасад рухнул, не драматично или трагично, а тихой правдой, которая имела гораздо больше веса, чем он, возможно, осознавал. И Чингук почувствовал это в тот же миг, как увидел его. Беспокойство Чингука не было громким, показным или драматичным. Это был инстинкт. Он увидел Тэ-хёна в аэропорту, его широкий шаг слегка смягчился, осанка по-прежнему элегантна, но не так энергична, как обычно. Тэ-хён вежливо поприветствовал персонал, кивнул фанатам и улыбнулся сквозь вспышки камер. Но взгляд Чингука был устремлен не на камеры, он был прикован к лицу Тэ-хёна. Выражение его лица потускнело от беспокойства. Он придвинулся чуть ближе, его язык тела напрягся, словно защищая. Он наблюдал за Тэ-хёном с настороженностью человека, понимавшего, что что-то не так, еще до того, как сам Тэ-хён это сказал. Позже, когда Тэ-хён небрежно признался, что немного устал, реакция Чингука все подтвердила. Да, Тэ-хён устал сильнее, чем показывал. Тэ-хён редко жалуется. Он редко обсуждает свои трудности в подробностях. Он редко признается в усталости, если только не чувствует ее настолько глубоко, что молчание выдает искренность. Поэтому, когда он это сказал, фанаты начали спрашивать, был ли график в Лос-Анджелесе более напряженным, чем сообщалось. Были ли у него обязательства подряд, помимо тех, что запечатлели камеры?
Был ли он физически истощен или эмоционально опустошен? Перегружался ли он, чтобы идеально представлять бренд? Или его усталость была связана с чем-то совершенно другим? Появились теории логичные, драматичные, но все они подпитывались искренней заботой. Фанаты заметили, что его голосу не хватало привычной яркости. Он двигался медленнее, плечи опускались, энергия была сдержанной. Это не было похоже на обычную усталость. Казалось, кто-то перешел все границы, но не хотел этого показывать. И, пожалуй, самым главным подсказкой было то, как он пытался улыбаться, несмотря ни на что. Инсайдеры рассказали, что график Тэхёна в Лос-Анджелесе был далек от расслабленного: частные репетиции, брифинги бренда, закулисные съемки, фотосессии, общение со СМИ, интервью, появление на сцене, приветствие фанатов и специальные видеозаписи для будущих промоушенов. Каждая минута была идеально структурирована. Каждая задача требовала его полного внимания. Даже после выключения камер он продолжал работать. Ночные кампании, последние корректировки и встречи, которые затягивались далеко за полночь. Он возвращался в отель далеко за полночь несколько дней подряд, только чтобы просыпаться рано для съемок и пресс-конференций. Неудивительно, что он чувствовал усталость. Но он не жаловался ни разу. Пока кто-то не спросил напрямую. И даже тогда он ответил с мягкостью человека, который не хотел обременять кого-либо правдой. Эмоционально этот момент был душераздирающим. Тэхёна обожают, им восхищаются, за ним постоянно наблюдают. От него ждут безупречного, бесконечного сияния. От него ожидали тепла, даже когда он устал, радости, даже когда его тело просило об отдыхе. Поэтому, когда он признался пусть даже мягко в усталости, это показалось редким уязвимым окном в его реальность. Фанаты посылали сообщения: «Хорошо отдохни, Тэхён. Пожалуйста, береги себя. Твое здоровье превыше всего». Роль Чингука усилила эмоциональную нагрузку. Он не затмевал Тэхёна, он просто оставался рядом, тихий, размеренный, наблюдательный. Он подстраивал свой шаг под медленные шаги Тэхёна. Он постоянно поглядывал на него краем глаза. Его язык тела смягчился, превратившись в нечто защитное, почти инстинктивное. Эта динамика добавила эмоциональной глубины. Дело было не только в усталости Тэхёна, но и в том, что кто-то глубоко переживал за него и замечал это. Даже вернувшись в Корею, Тэхён сохранял профессионализм. Он улыбался, махал рукой, приветствовал фанатов, оказывал почтение прессе. Но те, кто внимательно наблюдал, видели разницу: более мягкие глаза, сдержанные улыбки, сдержанные шаги. Было ли это просто физическое истощение? Или эмоциональный груз? Усталость от поездки, давление, всеобщее внимание, личные стандарты – все это постепенно накапливалось. На снимке после интервью Тэхён сидит один, слегка опустив голову, расслабленно, с ровным дыханием. Он на мгновение закрыл глаза, медленно выдохнул, сжал губы в усталой улыбке, а затем снова поднял голову, готовый встретиться с миром. Это глубоко очеловечило его. Поклонники ответили любовью, хэштегами, письмами, правками, утешающими сообщениями. Затем всплыли кадры, где Чингук похлопывает Тэхёна по плечу, выйдя из толпы в аэропорту. Незаметный жест, но переполненный теплом: «Ты молодец. Я здесь. Ты не один». Но затем появились неожиданные кадры, которые все изменили. В аэропорту Тэхён замер на полушаге. Кратковременно, всего на секунду, но с силой, его пальцы слегка коснулись перил, словно он пытался удержаться на ногах. Чингук мгновенно приблизился, его рука застыла у спины Тэхёна, словно готовясь его поймать. Интернет взорвался. Появилось еще больше подсказок, записи интервью, демонстрирующие едва заметные задержки в ответах, напряжение в плечах, частое моргание, едва заметные жесты усталости. Фотографии из отеля показали его более мягкий взгляд, опущенные плечи, наклоненную вперед осанку. На одном снимке его рука слегка лежала на груди, словно выравнивая дыхание. Затем распространился удаленный пост сотрудника. Тэхён был чрезвычайно профессионален и добр, но выглядел так, будто мало спал. Что он работал усерднее всех в комнате.
Поклонники посчитали, что это и есть недостающее звено. Чингук, известный своей гипернаблюдательностью, вероятно, заметил то, чего не замечали другие: едва заметные изменения в дыхании, мало ел, напряжение, более медленные движения. Все, что он увидел, вызвало у него немедленное и глубокое беспокойство. В машине Тэхён помедлил, прежде чем сесть, слегка опустив голову, словно пытаясь успокоиться. Чингук потянулся к нему, молча поддерживая. Внутри Чингук наклонился ближе, словно тихонько проверяя его. Необычное молчание Тэхёна в сети после мероприятия добавило еще один штрих. Обычно он не публикует посты после важных мероприятий, но на этот раз ничего. Отдыхал. Восстанавливался. Просто устал после дней непрерывной работы.